Сейчас мы будем делать паштет из печенки. Для этого нам нужна печенка, лук, морковка и масло. Значит, сначала я поставлю варить морковку. Я ее уже почистила. Просто порежу на мелкие куски, поставлю в воду. И тем временем мы начнем жарить лук и печенку. Наливаем немножко масла на сковородку. Лук порежем мелко. Все потом будем пропускать через процессор, поэтому, в принципе, не обязательно слишком мелко резать. Масло я заранее достаю из холодильника, потому что оно должно быть мягким. Это вчера даже стояло. Да, ну потому что оно у меня в морозилке хранится, поэтому я его заранее достаю. Не знаю. Да, наконец-то после почти недели шел дождь, появилось солнце. Потому что печенка должна быть дешевой, в Эдмонсе они так не Мне делают. просто непонятно, почему в некоторых местах она дорогая, как стейк почти. Да. Что, потому что печенка это отходы, и она по определению должна быть недорогой. Да. Про определение? По определению. По определению. By default. По определению. Если ты не забыла, первый рецепт, который я сама сделала, это было с печенкой. Не печенка, это было Оладушки с печенкой. оладушки с печенкой. Так, я сейчас добавлю соль и перец. Соль! Перец! Теперь можно поменьше сделать огонь и накрыть крышкой. Немножко пусть тушится. Как долго? Не очень долго. Ну как? Но я буду периодически помешивать, я думаю, минут 10-15 уйдет. Хорошо. Так, значит, мы периодически помешиваем. Уже минут 8 где-то. Правда уже? Уже жарится. Когда оно становится, оно почти готово уже. Мам, я икаю. Я правильно сказала? Да. Почему я икаю? Надо водички попить. Так, это еще пока тоже варится. Все, Окей. ждем еще. Ждем. Так, значит, теперь у нас мы приготовили печенку. Вот она как бы так уменьшилась в размере. Но видно, что она готова. Морковку я обычно протыкаю. Такая яркая. Тоже мягкая. Значит, теперь следующий этап, мы это все кладем в процессор и перемалываем. Значит, берем. Поместится все. Поместится. И вот этот сок я не весь добавлю. Может быть, половину. Пока что. Потом посмотрим, можно добавить позже, если сухая очень будет. Добавляем туда же морковку. Да, конечно, немножко многовато, но ничего. И теперь мы это все перемалываем. Вот тут еще отдельные куски есть. Сейчас еще немножко.
Отлично. О, нет. Окей. Вот этот кусок. Я еще прокручу, но ты можешь не обязательно это показывать. Надо было бы лучше разделить на 2 части и молоть в 2 частях, потому что когда слишком много, то вот отдельные куски крупные могут не промалываться. Особенно морковки, да? Да. Это уже все очень вкусно. Особенно с маслом будет вкуснее, когда мы добавим масло, да? Да. Теперь мы добавляем масло. Это мой любимый этап. Я бы еще добавила немножко перца. Надо попробовать, может быть, еще и соли, потому что это уже надо пробовать в зависимости от вкуса. А что с соком? Ну вот видишь, если бы она была сухая, это просто я выброшу. Если бы она была сухая, вот эта печенка, я бы еще туда добавила сок. А так она, видишь, она не сухая. Так, теперь я просто попробую. Потом мы положим и покажем, как мы делаем бутерброд. Да? Или... Давай. Окей. По-моему, очень хорошо. Потом я это положу в холодильник, и просто сейчас он горячий, он немножко остынет, когда его можно просто холодным намазывать на обычно вот или на хлеб, или вот на этот хлебец. Вот так. Все. Приятного аппетита. Спасибо, мам.